Маленький человек в пространстве Петербурга. Гоголь продолжает пушкинскую традицию станционного смотрителя, медного всадника и в 1842 году публикует 5 повестей, объединенных общим местом действия. Оно разворачивается в столице Российской империи. Невский проспект, Нос, Портрет, Шинель, Записки сумасшедшего. Все эти повести показывают столкновение парадного, красивого, державного Петербурга и Петербурга трущоб, дворов, канал. И в каждой из повестей присутствуют элементы петербургского мифа. Это действующие лица, маленький человек и остальные чиновники, значительные лица, люди-куклы, марионетки, двойники. Это пространство Петербурга, край, граница, перекресток, канал, набережная или пустынная площадь. Это природные и погодные черты, метель, ветер, наводнение, как в «Медном всаднике», белые ночи, как в повести Достоевского, холод, дождь или страшная жара. И это обязательно элементы фантастического. Бредовые видения, сны, пророчества, прозрения, чудеса. Все петербургские повести – это повести о чиновниках. Почти все гоголевские чиновники служат в департаменте податей и сборов, департаменте подлостей и вздоров, как окрестили его в народе. Здесь место человека определяется табелью о рангам, его чином. Чин вытесняет в человеке человеческое, искажает смысл его жизненного пути. В погоне за чином величается нос в генеральском мундире. Шинель определяет значимость человека и отсутствие к нему сострадания, а остальные почести воздаются только значительным лицам. Таким образом можно прийти к сумасшествию, таким образом можно остаться вечным титулярным советником. Акакий Акакиевич Башмачкин, герой повести «Шинель», занимает 9 место, 9 класс по табели о рангах. Мы помним, что Самсон Вырин занимал 14 место. Но этих чиновников, в общем-то, роднит их нищенское существование и низкий социальный статус. Право на потомственное дворянство давал только 8 класс. И пропасть между 9 и 8 была для многих непреодолима. Многие титулярные советники 9 класса так и оставались вечными титулярными советниками. Титуляшками или титулярами пренебрежительно называли их. Акакий Акакиевич создается Гоголем с двойным отношением, и это очень важно. Он и жалок, и смешон, не уважающий себя человек, не уважающий, не умеющий украсить свой быт, не умеющий полюбить кого-то, кроме шинели. И в то же время это человек, который терпит издевательства и насмешки и вызывает самую искреннюю боль писателя. Такое двойное, трагико-комическое освещение образа прослеживается на всех уровнях его создания. Возьмем, к примеру, имя. Само имя чиновника Акакий Акакиевич как будто переписанное имя отца и прочит герою судьбу вечного титулярного советника. Он как будто при рождении предчувствовал, что будет титулярный советник. Но с другой стороны, имя Акакий означает смиренный, незлобивый, не таящий зла. И удвоенное оно означает кроткий из кротких, смиреннейший. Не забудем, что был еще Акакий Синайский, скромный, смиренный, терпеливый монах. Портрет. Прочитаем строки портрета. Был чиновник низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат. Обратили внимание, как много здесь суффиксов? О-ват, е-ват. Это суффиксы неполноты действия. Акакий Акакиевич как будто пришел в этот мир
недовоплощенным, не до конца проявленным, да так и остался в нем навсегда. Отношения сослуживцев. Вспомним, что сторожа даже не вставали, когда он проходил через приемную, и не глядели на него, будто это проходила простая муха. Начальники поступали с ним холодно-деспотически, а молодые чиновники острились над ним и сыпали ему на голову бумажки, называя это снегом. Все это вызывает боль в сердце, сочувствие и читателя, и одного молодого чиновника, которому послышалось однажды в голосе Акакия Акакиевича что-то такое, преклоняющее на жалость. Речь героя. Вспомним, когда Акакий первый раз приходит к Петровичу, чтобы что-то сделать со старой шинелью, он не может даже выразить внятно свою мысль. Он спотыкается, косноязычит, не может описать, что у него за нужда. Это говорит о патологической неспособности к внятной человеческой речи. А ведь речь человека – это отражение его внутреннего мира. И если она скудна, то скуден и мелок его внутренний мир. В изображении маленького человека большую важность занимает описание быта, предметной детали, потому что существование его не державное, а бытовое. Что же мы узнаем о быте Акакия Акакиевича? Он и не думал вовсе о своем платье. Приходя домой, наскоро хлебал щи с мухами, со всем тем, что попадалось на ту пору. Он и не заботится вовсе ни о своем быте, ни о самом себе. У него отсутствуют какие-либо привязанности, кроме одной – службы. Переписывание – вот что было главной его страстью, и вот тут-то его душа разворачивается. Мы помним, что даже переходя улицу, он казался себе не на середине улицы, а на середине строки. То есть сам герой как будто превращается в букву. И он с фанатическим рвением относится к своим должностным обязанностям, переписывает и на работе, и пересписывает ночью, принося домой оставшиеся записи. Комически возвышенная любовь героя к буквам представляется, конечно же, пародией на любовь, какой она могла бы быть. Мечта о шинели наполняет существование Башмачкина новым смыслом. Он начинает возвышаться над миром букв. Один раз, переписывая бумагу, он чуть было не сделал ошибки. Душа его воспламеняется и перерождается из смиренной в страстную. Он увлекается идеей шинели, этого светлого гостя в его жизни. Но страсть эта, страсть к обладанию вещи, вещь становится целью жизни человека. Не потому ли настоящей катастрофой оборачивается для Акакия Акакиевича утрата шинели? Это крах всех его надежд, целей и смысла бытия. Самый торжественный день в жизни Акакия Акакиевича заканчивается крахом, когда счастливо осуществленная мечта рушится, внезапно рушится. И город становится важным действующим лицом этой катастрофы. Он и вызывает, и направляет ее. Мы чувствуем крайнее одиночество маленького человека, затерянного в пространствах Петербурга. Вот как передано это одиночество художником Саввой Бродским в цикле его картин. Улица, площадь, которую пересекает Акакий Акакиевич, кажется страшную пустынею. Точное море вокруг него, в поле холодно. Крик и не думал достигать концов площади. Нам действительно это пространство кажется морем, полем, то есть бескрайним, безбрежным. Не только пространство, но и время фантастически растягивается в повести «Шинель». Больше полугода длится зима, а ветер по петербургскому обычаю дул со всех 4 сторон, что, как известно, противоречит всем физическим законам. Бедный Акакий Акакиевич обращается за помощью к значительному лицу. И вот он, конфликт личности и власти, ключевой для сюжета о маленьком человеке. Петр I и бедный Евгений, Минский и Самсон Вырин. И вот значительное лицо. Он также бессердечен
и также не признает в Башмачкине человека, и желание произвести впечатление на приятеля, и самодовольное ощущение власть имущего сочетаются в нем с бессердечностью и жестокостью. Обратим внимание, как эту кульминационную встречу изобразили три художника – Кукрыниксы, Игнатьев и Шишмарева. Посмотрите, как каждый из художников выбрал расстановку фигур. Случайно ли это? Какую идею несет каждая из картин? Разобщенность чинов, разобщенность людей, утрата любви к своим братьям ведут к гибели Акакия Акакиевича. Авторский комментарий к этим моментам значителен и эмоционален. Исчезло и скрылось существо, никому не нужное, никому не дорогое, никем не защищенное. Автор призывает к сочувствию к каждому человеку, как бы ничтожен он ни был. Причиной смерти Акакия Акакиевича Гоголь видит разрушение человеческого братства, отдаление людей друг от друга, разделение их социальной иерархией. И только фантастический призрак Акакия Акакиевича позволяет прозреть значительному лицу. Но это уже эпилог, который мы считаем фантастикой. Но не забудем, что в трагическое повествование о судьбе маленького человека вплетаются и комические элементы, освещающие в нем отсутствие самоуважения, предельную униженность, забвение собственного достоинства. Гоголь словно напоминает нам, и он пишет об этом в письме к Белинскому, нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства.